Показываю, как превратить бутылку вина в эксклюзивный интерьерный сосуд со съемной крышкой. Сохраняем полностью доступ к пробке. Вместо грунта используем проверенный способ. Оклеиваем всю бутылку тонкой бумагой на разведенный клей ПВА. Это создаст идеальное сцепление для последующих слоев. Когда высохнет, покрываю тонким слоем массы папье-маше. Обычно на YouTube блогеры DIY декорируют пустые бутылки, но мы сделаем универсальный подарок, который точно не выбросят после праздника. Я делаю массу папье-маше из бумаги и клея. Ссылку на рецепты оставлю в описании. Выглаживаю поверхность сначала с помощью пластиковой карты, затем на руки наношу жирный крем и выглаживаю руками, но оставляю легкие естественные неровности. Именно они создадут эффект старинной ручной работы. Детали декора лепим из самозатвердевающей массы для лепки. Приклеиваем на клей ПВА. Тонко раскатываем массу, а шаблон виноградного листа можно легко найти в интернете. Вырезаю его по контуру при помощи обычной зубочистки. Прожилки можно сделать, приложив живой лист для оттиска. Или аккуратно прорисовать их при помощи неострого стека. Скатываю шарики одного размера, а затем я режу их на половинки. Так гроздь будет плотнее прилегать к бутылке. Формируем виноградную гроздь. Ближе к низу ягодки делаем поменьше, так гроздь будет выглядеть максимально естественно. Беру ту же массу для лепки, заливаю ее водой и оставляю на несколько часов. Как раз за то время, пока сохнет наша заготовка, она превратится в жидкий шликер. Покрываю этим раствором всю бутылку, чтобы декор стал единым целым. Особое внимание обращаю на стыки между лепниной и заготовкой. Жидкая масса мягко сгладит все резкие переходы. Когда первый слой полностью высохнет, наносим еще один. Это придаст поверхности идеальную плотную фактуру фаянса. После полного высыхания в промежутках между виноградинами могут появиться небольшие трещины. Не переживайте, это легко исправить. Просто наносим в эти места точечно более густой раствор. Когда высохнет, покрываю все акриловым лаком в один слой. Это защитит поверхность
и подготовит к дальнейшему окрашиванию. Темно-коричневую акриловую краску развожу водой и окрашиваю всю заготовку, обращая особое внимание на все впадины. И сразу же стираю излишки сначала бумажным полотенцем, а затем влажной тряпочкой. Беру сухую щетинистую кисть с плоским концом и краску цвета слоновой кости. В технике сухая кисть мы убираем все излишки краски о салфетку, чтобы ворс оставался полусухим. И легкими движениями проходимся по верхушкам рельефа и самой бутылки. Это проявляет объем и подчеркивает фактуру. Покрываю все глянцевым лаком. У меня лак по металлу, но если вы работаете с обычным акриловым лаком, обязательно нанесите 3-4 слоя. Для тонкого и прочного колпачка готовлю особое папье-маше. В 2 ложках клея ПВА растворяю туалетную бумагу, добавляю ее ровно столько, сколько возьмет в себя клей. Добавляю чайную ложку пшеничной муки. На руки наношу жирный крем и замешиваю это бумажное тесто до тех пор, пока оно полностью не перестанет прилипать к рукам. Для создания съемной крышки я взяла точно такую же бутылку и плотно обмотала ее горлышко фольгой. Это послужит основой. Раскатываю массу очень тонко. Она получается настолько пластичной и послушной, что ее можно спокойно резать обычными ножницами. Оборачиваю получившимся пластом горлышко бутылки, формируя колпачок, и склеиваю края при помощи воды. Эта масса отлично работает с молдами. Именно так я и сделала изящную верхушечку для нашего колпачка. Листики делаю из массы для лепки. У меня как раз нашелся подходящий молд с миниатюрными листочками. Ну а как сделать их без молда вручную, я вам уже показала чуть раньше. Пока масса еще влажная, приклеиваю весь декор на обычную воду. Детали отлично соединяются друг с другом без всякого клея. Когда заготовка сверху полностью просохнет, аккуратно снимаем ее с бутылки и окончательно просушиваем уже изнутри. А затем повторяем те же этапы, что и с самой бутылкой. Наносим слой шликера, хорошенько просушиваем, окрашиваем в точно такой же технике и покрываем лаком. Снимаю защитный скотч. Творите с удовольствием, и пусть красота окружает вас каждый день. До новых встреч! Увидимся!